Начну, наверное, с того, что со мной никогда не случалось ничего ужасного, мистического и драки с невесть откуда вылезшими пьяницами не в счет. А история, что я хочу рассказать, произошла не так давно, всего пару лет назад. Я тогда еще был студентом. Жил я с родителями в силу семейных обстоятельств и некоторых проблем личного характера. Шло время, а каждому подростку нужны деньги. У родителей я не клянчил, не привык так поступать, да и мне казалось, что это неблагородно. Они бы, конечно, подкинули монетку, другую, но я даже не намекал. И как-то раз нашел я объявление: требуются молодые люди на вакансию сторожа, возможно, студенты. Около недели я тянул, но наконец решился и позвонил. Дело в том, что был я не в самой хорошей форме, а сторожи должны обладать физической формой, как мне казалось. На мое удивление, меня приняли без проблем. На график ночная смена через 2 суток с высочайшей оплатой, по крайней мере для студента. Сторожить приходилось старую 4-этажку, служащую когда-то центром какой-то крупной транспортной компании, а сейчас ожидавшей ремонта и арендаторов. Днем тут появлялись люди, но их я не расспрашивал о том, чем они занимаются, да и вообще днем я появлялся лишь в бухгалтерии и отделе кадров. Ночи пролетали как мгновение. Сторожил я не один, что очень радовало. Вместе со мной работал Сэм, мужичок арабской внешности, коротко подстриженный, с пышными черными усами, большим животом и вечной улыбкой со множеством золотых коронок на зубах. Вскоре он стал моим лучшим другом. Мы весело проводили время и частенько подкалывали друг друга в темных коридорах охраняемого нами здания. Так пролетели 6 месяцев. За это время я подкопил денег, так, что их хватало, часть отдавал родителям. Впереди была смена, но тут впервые мне позвонил Сэм и сказал, что не сможет подойти, потому что захворал. До вечера замену ему так и не нашли. Мне пришлось дежурить одному. На улице было около -40, может -50, стоял густой туман и изредка подувал ветер. Автобуса долго не было, будто что-то не хотело меня пускать на работу в этот вечер. Но все-таки автобус приехал спустя час. Долгая дорога в этот вечер была гораздо короче. Кто в такой мороз пойдет на улицу? Доехал я быстро, а потому успел вовремя. Саныч, дневной сторож, только-только собирался мне звонить. Он уже собрал вещи, оделся и ждал меня на улице перед входом. Мы обменялись парой слов, он отдал мне ключи и мы попрощались. Я закрыл двери, переоделся и на всякий случай проверил кабинеты и комнаты на наличие кого-либо. Бывали случаи, когда работяги оставались и до полуночи. Под конец обхода я заметил, что на часах 8:20 вечера. Обычно обход занимает вдвое больше 20 минут. А может, это потому, что нас двое вместе с Сэмом. Я присел на стул у вахты и отписался в журнале. Затем отключил электричество и уставился в монитор. Обход должен осуществляться каждые 2 часа. Так было написано в договоре. По мне, так тут обходов делать было и вовсе не нужно. Термос кофе, наполненный до краев, и куча шоколада составили мне компанию. Работа была монотонная, но всегда длилась быстро из-за бесед и историй. Я взглянул на часы, ожидая увидеть 9 вечера, но на мое удивление на часах было уже 1:30. Это удивило меня. Я протер глаза и налил себе в чашку горячий кофе, к которому я до сих пор не притронулся. «Я что, уснул?» – подумал я. Но ответ последовал отрицательный все от самого же меня. В мониторе ничего не менялось, только цифры раз в минуту. Чувствовалась усталость. Вот что бывает, когда дежуришь один. Кофе нужно было время, чтобы он подействовал. Внезапно я услышал удар. Господи, я тогда чуть не обделался со страху. Час ночи, тишина, темнота, сонное состояние и вдруг грохот такой, будто выстрел из пушки. Минут 10 я сидел в ступоре и время от времени бил себя по щекам. Через некоторое время шок отошел. Делать обход, чтоб проснуться, пропало всякое желание. Прошло минут 20 или около того, когда я решил больше не смотреть в монитор и достал книжку, которую раскопал среди коробок в кладовке тайно сломанного револьвера. Выглядела она тонкой, но при освещении фонарика ее не прочесть столь быстро. Как только я ее достал, боковое зрение мне дало сигнал изменения экрана монитора. Я отвлекся от изучения обложки и всмотрелся во все тот же черно-белый монитор.
Как только я собирался начать читать, в самый последний момент в одной из камер возник силуэт, темный силуэт, худощавый с короткой прической подросток или кто-то вроде него. Честно, я испугался тогда, но мне вспомнился мальчишка Марины Николаевны, лет 12, шалун, который любил прятаться. Вот я и подумал, что он опять сбежал. Я вооружился тяжелым фонариком советских времен и пошел наверх. Судя по камере, он на 4-м этаже левого крыла. Черный ход там закрыт, и потому шалун никуда не денется, ведь в той части здания все было закрыто. Через пару минут я уже был около этой рекреации, повернул и, клянусь, его там не было. Может, смылся куда, но я осмотрел весь коридор и не заметил ни следа. Решив вернуться обратно к посту, я поспешил. Нервишки тихонько отходили от перенесенного потрясения. На камерах не было никого. Я выпил еще кофе, наверное, чашки 2 сразу, обжег язык. Но странно чувствовал себя до сих пор. Прошло еще около 30 минут, и я все-таки сел за книжку, глава за главой при свете фонарика. Лампа давно накрылась, и никто не хотел ее чинить. Я добрался до середины книги, до 6-й главы. И тут я почувствовал холод, а затем легкое жжение на правой руке, повернулся и слетел со стула. Так я еще никогда не пугался, казалось, что голова сейчас лопнет, настолько сильным был пульс. Пока я читал, ко мне тянул руку маленький парень, бледноватый с мешками под глазами и лицом уродливым, будто перекошенным. Он был бледен как утопленник, в глазных яблоках стеклянным взором глядели огромные зрачки, при этом какое-то странное выражение лица, не то печаль, не то алчность. Я пнул стул в ту сторону, но парня там уже не было. Сердце быстро колотилось, воздуха не хватало, а на глаза наплыли слезы. Я, чуть не потерял сознание. Присел на вновь поставленный на место стул и услышал отдаленные тихие шаги, будто тот убегал. Не думая долго, я решил позвонить Сэму. Длинные гудки продолжались долго. Признаться, я думал, что это его проделки. «Да, алло», — грубо произнес уставший голос с малой ноткой хрипоты. «Сэм, ты дома?» От неожиданности начал я глупить. «А где? Мать твою, мне еще быть? Ты хоть знаешь, который час?» Грубо сонным голосом пробурчал тот. Я взглянул на время и с удивлением отметил: 3 ночи. На том конце провода послышалось шуршание, а потом тяжкий вздох. «Ну чего ты там?» Ворча пробормотал Сэм, хрипота усиливалась. К тому моменту у меня и вовсе вылетела мысль, что это может быть его розыгрыш. В общем, тут какой-то парень. Не успел я договорить, как он перебил меня. «Так выйди и врежь ему. Ну или баллончиком перцовым огрей. От меня-то ты чего хочешь?» С некоторым оскалом возмутился он. Я только хотел возразить, как тут же сел телефон. Самое странное, что только утром я его заряжал. А эта старая модель Nokia обычно всегда держится неделю без подзарядки. Но я решил проучить шутника, только нехорошее предчувствие было у меня на этот счет. Я повернул рубильник, и свет загорелся. Не зная, откуда искать, я пошел наверх. Внезапно я услышал громкий скрежет металла, такой, какой бывает в лифтах, но у нас всего 4 этажа и лифта незачем. Я поднимался уже по лестнице, ведущей с 3-го на 4-й этаж, как вдруг свет погас всего на мгновение, и выскочил он, мальчишка, что есть мочи, толкнул меня. Пока я падал, я увидел его лицо и то, как снова зажегся свет. Очнулся я уже в больнице. Сильно болела шея и голова, ныли плечи, и все было будто в тумане. Стоило мне только открыть глаза, вошел человек в белом халате, некий доктор Дмитрий, а дальше я не успел прочитать. Он осматривал приборы и лишь на миг, взглянув на меня, затрепетал: «О, вы очнулись, хорошо, как состояние? У вас растяжение связок и смещение шейного позвонка. Скоро все залечится само собой. И еще какой-то странный ожог на правой руке. Похож на обморожение, но с рукой будет все в порядке. Ампутация не грозит». В ответ я лишь покачал головой. «Вот и отлично, отлично, отлично. А к вам посетитель?» В палату вошел Сэм с неизменной улыбкой. «Ну как ты так?» — расхохотался он. «Мы о многом переговорили в палате. Меня нашел он, обеспокоенный тем, что я так неожиданно бросил трубку. Как я потом узнал, раньше там была лифтовая шахта, но после несчастного случая ее закрыли и замуровали. По слухам, там погиб ребенок лет 12, как раз мальчик.
Я много времени провел в поисках хоть чего-нибудь, но даже в архивах, в которые еле-еле уговорил знакомого, меня пустить я не нашел и зацепки. Я проработал там еще 2 месяца, не один, вместе с Сэмом. Но нервы дали о себе знать каждый раз, когда темнело или когда мы поднимались по лестнице, меня будто воротило. Мурашки по коже, тошнота, головокружение и панический страх. Как-то раз мы с Сэмом посмотрели те записи с камер. Вернее, смотрел он. Я даже туда не глядел. После того он начал мне верить. А после того, как я уволился, мы еще поддерживали связь с Сэмом. Но шло время и мы созванивались все реже и реже. Я устроился по специальности, приобрел машину, познакомился с девушкой, все шло на лад. И ровно через год, после той ночи я узнал, что Сэм умер. Точно так же слетел с лестницы, как и я когда-то. Сколько бы ни утверждал мой психолог, но это не просто так. Мы так и не поговорили с Сэмом, как хотели, не посидели в баре за кружечкой пива. Он научил меня хитростям в драках, захватам и многому другому. Я все время в этот день приношу цветы к его могилке, ведь на его месте должен был быть я. Он сменил меня. Кто знает, может, мой час близок, кто знает, от чего погиб мой друг. Но я знаю, на протяжении года там больше не было несчастных случаев. Как знать, может, мальчик успокоился, найдя себе нового друга, а может, просто ждет, когда какой-нибудь сторож останется ночью совсем один.